Это, пожалуй, один из любимых моих завтраков, и одна из важнейших деталей в нем – это, конечно же, кофе. Всем привет! Начинаем новый влог. Сегодня мы решили прогуляться и купить еще парочку муслиновых пеленок. И плюс я никак не могу дойти до местных памперсных, вот, чтобы купить как раз одноразовые пеленки. Вот, то, что я их никак не могу найти. Посмотрим, удастся ли нам это сегодня. Ну и плюс там, где муслиновые пеленки, это такой миленький магазинчик. Может быть, там что-нибудь тоже понравится. Вот, и плюс, может быть, посмотреть качество одежды. То, что там должна быть тоже какая-то такая симпатичная. Вот, на будущее, потому что сейчас пока что одежды хватает. Вот, но вдруг потом понадобится. В этом кафе неплохие медиалунусы, особенно когда они их подогревают. Выйти на улицу и не встретить песика просто невозможно. Магазинчик с муслиновыми пеленками должен быть где-то вот здесь. Вот мы пытались его найти, но, к сожалению, у нас это не вышло. Вот я предполагаю, что это, похоже, все-таки какая-то онлайн-точка, вот, либо просто как пункт выдачи. Вот, видимо, его прям вот в офлайне все-таки не существует. Но в любом случае я себе отметила еще памперсную, и поэтому мы как раз пойдем именно туда и заодно прогуляемся по городу. В памперсных, я так понимаю, что проще найти как раз одноразовые пеленки, потому что там должно быть больше какого-то выбора. Мы пытались найти их в аптеке, но нам это тоже не удалось. Поэтому основные надежды я возлагаю на памперсную, ну и плюс интересно посмотреть, что же там еще есть, может быть, что-то интересное. Она оказалась реальной, вот такая вот вывеска при входе. Это, кстати, достаточно крупный магазинчик, не все памперсные такие, обычно они гораздо меньше. Вот, а здесь прям такой большой ассортимент, можно найти что угодно, и пустышки, и бутылочки, и что-то для первого прикорма, даже детскую одежду и пеленки. И вот еще есть такие вот книжки-шуршалки забавные, как вот эта вот с коровкой. Есть и другие виды, вон с лягушкой есть еще с собачкой, с котиком. В общем, достаточно такие миленькие штучки тоже имеются. И вот эта мне книжечка тоже понравилась. Здесь можно учить названия животных. Вот, тоже выглядит достаточно очаровательно. И мило, что ее можно тоже как-то подвесить. У нее есть вот такое вот крепление. Вот достаточно миленько все. Большой ассортимент различных памперсов. Есть и пеленки, и влажные салфетки. Вот единственное тех памперсов, что мы нашли на ярмарке, их здесь не было, конечно. Вот мне интересно, где их тоже купить. Вот, а так вообще кучу всего. Вот, тоже можно взять на заметку. В общем, мы гуляли, и походу здесь сейчас будет ярмарка. И очень прикольные граффити. Муж уже идет фоткать. Да, я так и говорю. На этой ярмарке мы, кстати, нашли очень классного мастера. Я как раз отметила ее инстаграм вот на будущее, потому что она делает просто невероятнейшие как раз игрушки. Вот, и там у нее была очень классная овца. Хочу тоже ее как раз купить. Вот, но она была не закончена. И я так понимаю, что девушка может сделать как раз на заказ. Вот, так что я себе ее взяла на заметку. Мы решили посидеть в кафе на вот этой вот площади, где, собственно, проходит ярмарка. Я заказала салат и лимонад. Посмотрим, насколько это будет вкусно. Как-то так вышло, что я соскучилась по Цезарю, потом я заказала его. Муж взял бургер с картошкой фри. Лучше бы они делали в 2 раза дешевле, в 2 раза меньше. Это да. Ну как тебе картошка? Средний. Вид у тебя как будто недовольный. Есть можно. Салат «Цезарь», конечно, выглядел немного странно, но, в принципе, он был достаточно съедобным. По крайней мере, соус был вкусным. Вот. Хотелось, конечно, чтобы он был каким-то таким более сочным и свежим. Вот мне этого не хватило, потому что как-то было немного все-таки суховато. Нашли очень миленький магазинчик. Здесь все выполнено из карандашей. Очень атмосферно. Я еще вторую сниму. Очень круто. Нравится тут гулять, потому что сами улочки выглядят как-то уютно и мило.
Ну а мы не просто так оказались в метро, мы планируем посетить новую точку, там, где еще не были в Буэнос-Айресе. Вот хотим посмотреть. Площадь Майо и флаг Аргентины, посмотрите только какие цвета. В этот день что-то невероятное творилось и как красиво он развивается. Прогуляться в этот раз мы решили до Пуэрто-Мадейро, мы туда еще ни разу не доходили. Там нас ждет симпатичная набережная, должны быть такие здания в духе Москва-Сити, вот, так что посмотрим, как это будет зрелищно или нет. Еще мне очень нравится, что Буэнос-Айрес такой зеленый, что здесь можно встретить совершенно различные растения. Удивительные сиреневые цветки жакаранды, сейба, сейчас еще цветет жасмин, и этот невероятный аромат просто повсюду. А мы подходим к набережной, где вдалеке уже виднеется мост женщины. У него очень такая интересная, изящная и минималистичная конструкция. Вдоль набережной располагается большое количество кафе, которые вечером очень красиво светятся. Еще вдоль набережной можно встретить вот такие вот краны, которые тоже смотрятся весьма эффектно. А еще они достаточно ярко раскрашены, что привлекает внимание. На фоне такого насыщенного голубого неба смотрится очень красиво. Во всех ресторанчиках вдоль набережной играет музыка, что создает тоже свою какую-то такую волшебную атмосферу, заряжает позитивом. По замыслу архитектора мост должен напоминать танцующую танго-пару. У меня такой ассоциации, к сожалению, не сложилось, но его минималистичность мне очень импонирует. Ну что, как тебе мост? Как все мосты. Еще многолюдно. Многие в этом месте фотографируются, и я тоже не была исключением. Вид открывается прекрасный. Очень круто, когда в такую жару есть ветер, который дует с реки Ла-Плата, и это очень освежает. Корабль, что расположился у меня за спиной, это морской музей, но, к сожалению, именно в этот день он был закрыт, не работал, вот поэтому попасть нам на него не удалось. Но, возможно, как-нибудь мы это исправим. И мы продолжили нашу неторопливую прогулку вдоль набережной, наслаждаясь всем вокруг. А эти забавные экраны мне напомнили колорадских жуков. Очень нравится, когда город пестрит яркими рисунками. Цветущая жакаранта, которая сложилась в такую очень милую, уютную аллею вдоль набережной. Прикольно, что здесь можно встретить вот такие оригинальные объекты. Необычные завораживающие фонтаны. Сейчас в Буэнос-Айресе весна, поэтому все вокруг цветет. Район, конечно, сам по себе очень современный и стильный.
Тем временем мы добрались до достаточно большой территории экологического заповедника и решили прогуляться по нему тоже. При входе нас ждал вот такой вот пруд, он был затянут частично тиной, но она смотрелась достаточно эффектно. Особенно если смотреть на нее вблизи, как будто такие небольшие, мне кажется, ракушки, вот листочки здесь выполнены. Очень интересно смотрится, потом покажу поближе. Насколько я поняла, в этом заповеднике можно встретить огромнейшее количество различных птиц. Также можно встретить и змей, варанов, каких-то ящерок, но мы никого не встретили. Дошли как раз до воды, где очень много людей собралось просто посидеть, насладиться и отдохнуть. Ну а мы потихоньку пошли в обратном направлении. Конечно, территория достаточно большая, но слишком заросшая. Не знаю, насколько реально здесь вообще кого-то увидеть. Но, наверное, самим животным в таких условиях хорошо, потому что они могут спокойно спрятаться и находиться в комфортной для себя среде обитания. Очень классно, что в этом заповеднике есть вот такие вот дорожки, которые очень комфортно сделаны, по ним прям прикольно передвигаться. Словно такие деревянные мостики. И мы как раз почти уже вышли из заповедника, и здесь можно ближе посмотреть на вот эту вот тину, которая затянула пруд. И она так прикольно выглядит, плюс здесь еще как раз можно увидеть некоторых уточек, еще каких-то редких птичек, и они так прикольно скачут по этой листве. В общем, зрелище на самом деле забавное, потому что вот эта растительность, она такая плотная. К этому времени мы уже проголодались и решили заказать на всех пиццы. Сели вот в этом кафе, которое тоже расположено рядышком с набережной. Пицца была на самом деле очень вкусная, мы ее съели достаточно быстро. Вот я даже не успела ее подснять. Место достаточно приятное, хоть официанты иногда про нас забывали. Ну и у нас была отличная компания, поэтому мы просидели как раз в этом кафе до того момента, когда уже стемнело. Так поздно по городу мы еще не гуляли, но на самом деле это упущение, потому что он очень красиво преображается огнями. Вот посмотрите, как светится набережная, все в огнях. Если еще представить, что за кадром играет как раз музыка веселая, вот настроение создается, конечно, потрясающее. Ну и надеюсь, что у вас тоже получится окунуться в атмосферу ночного Буэнос-Айреса, зарядиться немножко всеми вот этими красивыми огнями. На мой взгляд, этот город не менее красив и ночью. Надеюсь, что вам понравился этот влог. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. С вами была Вика.